Слышь, ты хочешь кого бомбить? Не то, что я назвал его папочкой. Я назвал его мамочкой, но я его назвал папочкой, но для бумаг. Это совсем другое, вы неправильно понимаете. Друзья, всем привет! Итак, я записываю это видео на месте, где буквально там 12 часов назад, даже меньше, Зеленский вместе с генсекретарем Совета Европы подписал соглашение о создании специального трибунала за преступление агрессии российской против Украины. Важная тема, я о ней рассказывал. И что важно, там и Путин, безусловно, и Лукашенко, и Северная Корея. В общем, нужно все это продвигать. Кстати, вел вчера прямую трансляцию из Совета Европы и выступление Зеленского в ПАСЕ, первое в его каденции, затянувшееся, и подписание. В общем, на самом деле был важный день. А сейчас хочу рассказать вам о том, как российская пропаганда реагирует на последние новости и что там рассказывает, какую методичку спустили Соловьиному. Напомню, что в Страсбург Зеленский прилетел из Гааги, где прошел саммит НАТО. О его итогах я тоже уже рассказывал в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании. А сейчас коротко уже об их реакции российской. А вы, друзья, не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Поехали. Итак, спустили методичку. Методичка такая: Трампа не ругать, Трамп большой серьезный деятель. В общем, бояться Трампа страшно, а поносить европейцев как могут. Ну и включился Соловьиный. Понес, ох, несет. Ну, во-первых, рассказывает, что вот приехал король, генсек, и вот посмотрите, как они как шавки, значит, все, мол, европейцы. Послушайте. Ушло. Они теперь где-то отдельно квакают, там Макрон говорит, ну давайте нас хотя бы тогда не наказывайте. Где-то Ступ говорит, видите, я очень хорошо играю в гольф. Трамп даже отметил, что у меня была стипендия. В колледже, кстати, о чем я вам рассказывал, как у гольфиста. Но их задача угождать. Они не лидеры независимых государств, они челядь при дворе короля. Трамп себя ведет абсолютно как король. Вежливый, ироничный, но не по отношению к себе. Который вынужден по 100 раз повторять этим глупцам. Рассказы, как он их любит. Денег дайте. И главное достижение, которое отмечает Рютте, когда он о чем-то говорит. Самое главное достижение оказывается самым простым. Что вот они дали 1 триллион. Вот они собрали сколько-то денег. И вот это самое важное, что под вашим... Вообще, когда все это смотрю, это напоминает визит генерального секретаря ЦК КПСС вот куда-то в какую-то глубокую провинцию, где вокруг съехались эти местные и ждут, потому что большой начальник из центра приехал, и вот надо ему угодить, не разозлить, выстроить программу, и вот все аккуратно. Ну, это же какой-то позор. И эта старушка... Дальше, значит, рассказывает, что, мол, смотрите, как Трамп аккуратно говорит о России, потому что он понимает, и, мол, Россия, ох, то есть король мира Трамп, единственный, кого он уважает, это, мол, их, значит, мафиозного бандита Путина. Послушайте. Заметьте, как аккуратно Трамп говорит о России. Он вообще пытается на эту тему лишнего не сказать. Он понимает, что каждого слова внимательно ему подсовывают правильных людей, которые должны задать правильные вопросы. А он не поддается. Вот барышня из BBC, живущая в Варшаве, но которая из Киева, у которой муж в Киеве, и оказывается, он уже воюет. Я не знал, что в Киеве воюют. Мне казалось, что военные, они где-то должны... Потому еще не удивлюсь, если у этой гражданочки муж на самом деле еще и в ТЦК служит. Но суть не в этом. И она говорит, отдайте, пожалуйста, Патриот. И Трамп рассказывает набор каких-то удивительных сказок про Патриот. 100% эффективность, потрясающе. То есть просто. То есть ясно, что никаким ТТХ Трамп не владеет, и эти пустяки не волнуют. Но в его гиперболизированном мире, где все замечательно, великолепно, либо все ужасно, мы так не должны себя вести, Трамп говорит, что будущая помощь Украине, посмотрим, что будет. Посмотрим. Каждый раз Патриот, да, хорошо, мужу привет. А Патриот, мы сейчас вот еще надо произвести Израиль. То есть нет, он нигде не поддается. Нигде не поддается. И это не случайно. У него есть сверхзадача. Ну и видите, примеры приводят, никто его, мол, не выведет. И анонсирует, что самолет правительственного отряда российского приземлился в США. И это правда, самолет приземлился, послушайте, как он закидывает интригу. Трампа невозможно вывести. А самолет тем временем правительственного отряда раз и в Америку полетел. А что там, значит, подготовиться? Ну, узнаем, нам, конечно, расскажут. Нет,
Надо понимать, с кем мы имеем дело. Надо понимать, это серьезный, системный политик, который ни при каких обстоятельствах не собирается быть другом нашей страны. Великобритании, Германии, Франции. Он американский президент. И он рассматривает всех этих мурзилок исключительно с позиции, что вы, мурзилки, можете сделать для Америки, а не что Америка может сделать для вас. Не надо смотреть на международную политику, это заблуждение у многих наших людей с фразой «а вот, не ну вы нам». Нам вообще в этом мире никто ничего не должен. И нас должны волновать исключительно наши национальные интересы. И нам не надо воспринимать Асарана, что вот они возьмут и сделают, а вот дайте. Нет. Когда странам по каким-то своим причинам это выгодно, они идут на взаимодействие с нами. Но переносить систему отношений, которая существует между людьми, на отношения международной политики, это загонять себя в разочарование и ошибки. К счастью, наш президент этого не делает. Мы должны просто спокойно, четко и ясно осознавать, что никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вы знаете? Ну а вот уже данный флайт радара действительно прилетел. Скоро узнаем. Похоже, очередные какие-то раунды переговоров. Россия в очередной раз теперь пытается на перегонки. Знаете, Трамп общался с европейцами, и те ему предложили повышать свои расходы военные и прочее. А теперь следующий, значит, шаг. Теперь Россия бежит на перегонки, предложить что-то Трампу, ну что там, продавать их ресурсы, имея американцев в доле, что-то еще сделать. Ну, в общем, пытаются теперь, кто больше, мол, Трампу предложит. Россия так видит это забег и эту игру и будет сейчас неактивно участвовать. Хоть он там и дует щеки, что, мол, как собачки выстроились. Такая Россия такая же собачка, только ее даже в очередь не пускают. Ну и, конечно, есть задача, кого мочить, это европейцев. И поэтому тут он, послушайте, как он и Мелони пародирует, и Рютте. Ну, вообще смешной клоун Соловьев, послушайте. Умудрилась вчера заявить, это просто, конечно, удивительно. Вот все-таки абсолютно вот, идиота патентата и фашиста патентата, фасиста. Она заявляет, США следует проявить такую же решимость в вопросах установления мира на Украине, как проявил с Израилем и Ираном. Слышь, ты хочешь кого бомбить? Вот ты считаешь, что, значит... Ты вообще понимаешь, что прекрасная Италия, которая оказалась на политической карте мира только благодаря тому, что череду никому не нужных, никому неизвестных, абсолютно коррумпированных премьер-министров, которым срок жизни которых на должности был меньше, чем у кошки на автостраде, как говорили современные итальянцы в сравнении, у них сменилось правительство больше, чем лет прошло после войны. Пока не появился Берлускони и Сильвио, вернул Италию на политическую маппу ди монде. Нет, это по-английски говорит. На politic map of the world. Only grazie, only thanks to Сильвио Берлускони. Потому что каждый европеец коверкает английский язык на свой манер национального языка. Вот Рютте говорит так по-английски, что он сам не очень понимает. Поэтому он говорит, не то, что я назвал его папочкой, или папочкой. Я назвал его мамочкой, но я его назвал папочкой, но для бумаг. Это совсем другое, вы неправильно понимаете. Ну как же прав, а? Дмитрий Анатольевич, он действительно европейский. И как точно сказал Владимир Владимирович, что и будут нежно помахивать хвостиками, выстроиться к ноге. Вот это то, что произошло. Когда... Ну вот такие методички им спустили, вот эти темы они продвигают. Россия боится Трампа страшно. Трампа боятся и в Европе, это правда. И действительно пытались максимально ему угодить в рамках этого саммита, чтобы поддержать отношения с США. Но Россия теперь снова будет бежать, значит, что-то пытаться Трампу предлагать. И очень испугалась она его бомбежки Ирана. Это, друзья, явно. Ну, вот такая история. А я с этой Европы, собственно говоря, назвал Россию своими именами. Кто она есть? Матерь терроризма и Усама бен Путин. Ну, иначе его и не назовешь. И сказал, что их нужно уничтожить. We're speaking now about terrorism. And what is terrorism and who is terrorist? Terrorist is the person which makes the acts of terror with the aim to horrify. So who is the main terrorist in the world today? This is Russian Federation and Putin. This is Osama bin Putin of today's world.
And Russia is not just the state sponsor of terrorism. It's not actual anymore. Russia is the state terrorist. And this definition we should give to them. Or we should say that Russia is mother of terrorism. Россия матушка, Russia mother of terrorism. Because Hamas, Houthis, all these terrorists, they are children of Russia. They are nourished by Russia. They are prepared by Russia. And this is a long-standing tradition starting from Soviet Union. Who was preparing terrorists in the world? Red Brigades, other terrorists. It was Soviet Union. And now we see the same, what Russia is doing. They try to horrify. They try to make people to be afraid of. So if you are afraid of to act against Russia, it means that they are successful. We in Ukraine, we are exhausted. We hate Russia, but we are not afraid of them. We are not. Because that's the only way to oppose them, is not to be afraid, is to fight against them. You shouldn't have negotiations with terrorists. You need to eliminate terrorists. And they are terrorists, and they should be behaved in this way. And you should understand that the only language which terrorists understand is the language of strength, the language of force. So let us speak in this language with the state terrorist, mother of terrorism in the world, Russian Federation, and its leader, Vladimir Putin. Thank you, Mr. Goncharenko. Друзья, подписывайтесь на канал. Держим строй. Привет из Совета Европы.